Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Надо придумать новую фразу для вступления, потому что я все время говорю одно и то же. Ну, неважно. Сегодня буду говорить о довольно любопытной теме, на мой взгляд, потому что они очень мало говорят. Я буду говорить о роли отцов в развитии РПП. Потому что мы все время говорим «мама то», «мама это». Я все время говорю про мам. Мамы супер важны. Но как насчет отцов? Сегодня буду говорить о том, какое именно влияние и какие именно травмы наносят отцы своим детям. Но, как всегда, прежде чем я начну рассказывать, я вас прошу подписываться, ставить лайки, комментировать, репостить, помогать каналу продвинуться, потому что это очень важно для меня, это очень важно для людей с расстройством пищевого поведения, чтобы они могли находить эти видео и, может быть, эти видео станут им полезными. Так вот, отцы. Почему всегда, и я тоже, мы говорим о том, как мать влияет на развитие РПП, вообще на травмы какие-то детские, на нашу жизнь, на наше будущее, на наше настоящее. Потому что мама, ну как ни крути, самый важный человек в жизни ребенка. Ну как ни крути. Он состоит, этот ребенок, который рождается, он состоит из маминых клеток, из веществ, которые организм матери ему предоставил. От отца там только хромосомы. Больше ничего, все остальное там от матери. И мама кормит, и мама греет. И мама тот первый человек, который должен предоставлять ребенку безопасность. И тот первый человек, который должен ребенка любить. Отец, конечно, присутствует, но он может и не присутствовать. Если мамы не будет, ну в таком биологическом смысле, да, если мамы не будет, ребенок погибнет от холода и голода, от голода в первую очередь. Если папы не будет, ну ладно, главное, чтобы была мама. Поэтому ребенок, когда он рождается, он полностью сосредоточен на том человеке, который прикладывает его к груди, который держит его на руках и который разговаривает с ним женским голосом. Потому что известно, были такие исследования, что младенцы реагируют именно на высокие женские голоса. Низкие мужские голоса их даже пугают. Вот в первые периоды жизни. Поэтому с детьми мы вот так с ними и разговариваем, вот так вот с детишечками, ути-пути. Потому что они на такие голоса реагируют положительно. Они изначально заточены на матерей. Но поэтому, собственно, мамы так опасны для детей могут быть, если это жестокие мамы. И так целительны для детей, если это любящие мамы. Что насчет отцов? Отцы вообще могут нанести все те же травмы детям, что и матери. Но есть 3 типа очень специфических травм, которые отцы наносят в первую очередь детям. Вот именно эти травмы. Я о них сейчас скажу. Первая травма, первый тип травмы, который может нанести отец ребенку, и эта травма напрямую связана с развитием РПП, это травма отвержения. Это, конечно, и мамина травма тоже. Мамы отвергают дочек в первую очередь. На дочках это сказывается. И это супер тяжелая травма. Это когда вы смотрите на маму и понимаете, что вы ей не нравитесь. Вот не нравитесь. Вы не так себя ведете, вы не так говорите, вы недостаточно добрая, вы недостаточно стараетесь, вы слишком эгоистичны, от вас там стакана воды не дождешься в старости, вы все делаете не так. Это отвержение. А мама может такую травму нанести. Что касается отца, то он наносит травму отвержения детям в 2 случаях. Если это мальчик, и происходит все то же самое, то есть папа смотрит на этого мальчика, и он ему не нравится. Он какой-то слабенький, он какой-то нюня, он какой-то маменькин сынок, он какой-то хлюпик, он недостаточно умный, может наоборот, он какой-то хулиган и вот какой-то вот
не знаю, какой-то там вот громила, вместо того, чтобы быть интеллектуальным. Ну, короче, не нравится сын папе, не нравится. И мальчики это очень четко чувствуют. И даже если маме этот мальчик нравится, то вот это отвержение со стороны папы становится очень-очень болезненным. А что касается девочек, то девочки чаще всего испытывают отвержение со стороны отца тогда, когда эти девочки не мальчики. То есть это когда папа хотел сына, а родилась дочь. И эта девочка, ей, во-первых, это, как правило, сообщают сразу, не знаю почему, но это, как правило, тут же сообщается об этом разочаровании. То есть обратите внимание, во всех травмах, связанных с отвержением, очень много разочарования. Вы как бы разочаровываете своих родителей. Вы их разочаровываете тем, какой вы или какая вы. Так вот, и вот эта девочка, которая рождается, ей тут же сообщают, что она не мальчик, к сожалению, она в этом разочаровании со стороны папы живет. И это тоже отвержение. И такие девочки очень часто начинают, они начинают отвергать свою тоже женскую природу, они начинают становиться такими, знаете, как говорят, пацанками, чтобы папу хоть как-то порадовать. Чтобы хоть как-то папу порадовать. Но это же невозможно, она же все равно не мальчик. Она может изображать из себя мальчика и как-то компенсировать папе то, что она не мальчик. Но не полностью, не полностью. Травма отвержения – это когда вы разочаровываете своих родителей, и они не хотят вас. Они как бы вас терпят. Ну, вы же уже родились, куда вас девать. Но они все время, каждый день сообщают вам, что вы вот не такой, как им бы хотелось. К сожалению, великому для папы и мамы. Вот эта травма отвержения очень связана с РПП, очень частая она у РПП, это травма отвержения, особенно у анорексиков и в меньшей степени у булимиков. У анорексиков эта травма отвержения обычно возникает там, где есть родители отстраненные, холодные, дистантные. А у булимиков в тех ситуациях, когда родители критикующие, и там вам как бы объясняют, что вас, что вы как бы вот не очень. Вы не то, что можно было бы любить. Но если у анорексиков это как бы просто вот вас просто не подпускают к себе, вы не важны, вам сообщают, что в принципе лучше бы вас, может, вовсе не было даже. Так было бы даже проще. Вот. То у булимиков очень много критикуют. И они вырастают вот с таким ощущением, что в них все неправильно, что вот в них все неправильно, что вот все плохо. И чтобы их любили, им нужно это все изменить. Вот. Что касается людей с компульсивным перееданием, то там чаще эта травма отвержения связана с насилием. То есть ты такая плохая, что я тебя еще и бить буду за это. Вот там так отвержение часто выглядит. Вот. Но тоже это может быть отвержение. Но в случае отцов, как я сказала, чаще всего, не всегда, чаще всего, это либо про мальчиков, когда они недостаточно, не такие, как папа хотел, либо для девочек, потому что они не мальчики. Второй тип травм, который очень часто наносят отцы своим детям, это травма покинутости, она же травма брошенности. Это когда отцы либо уходят вообще, и их нет. Они уходят, они не хотят общаться. Очень тяжело сказывается такая травма, либо когда отец вообще его никогда не было, и вы знаете, что он существует, но он никогда не пытался с вами общаться. Это очень болезненно для детей, особенно в подростковом возрасте. Это болезненно. Второй вариант – это когда папа был, любил, потом они с мамой развелись, и папа оп, и исчезает. Вот вообще исчезает. Это второй вариант травмы покинутости. Третий вариант, очень частый, это когда папа есть, но как бы и нет. Он есть, и он даже может выполнять какие-то функции, там, что-то делать для вас, там, куда-то вас приводить, отводить,
зарабатывать деньги вам на кружки, но при этом он не важная часть вашей жизни. Он просто присутствует, он просто где-то есть. И в таких ситуациях дети тоже чувствуют себя оставленными, они чувствуют себя покинутыми. Если вдруг в такой семье еще и жестокая мама, или критикующая мама, или мама-агрессор, которая избивает, а папа устраняется, то там эта травма покинутости становится еще более острой, потому что папа не защищает. Травма покинутости меньше связана прям с РПП, с таким, да, но она, ну то есть в отличие от травмы отвержения, например, которая там, ну каждый второй, наверное, РППшник, травма покинутости встречается реже, но, нет, ну что я сказала ерунду, тоже каждый второй, наверное. Просто она, может быть, не так остро проявляется, травма покинутости. Она тоже про то, что я недостаточно хороша, чтобы меня любить. Со мной что-то не так. И если бы со мной все было так, папа бы меня не оставил. Раз он смог так легко меня оставить, значит, со мной что-то не так. И мне даже не говорят, как вот при критике, да, как при отвержении. Мне говорят, ты эгоистичная. Я могу понять, ага, значит, я должна быть там, всем помогать, обо всех заботиться. Я не должна быть эгоистичной. Мне говорят, ты ленивая. Я думаю, ага, значит, это плохо, значит, я должна очень много работать, я должна стать трудоголиком, пахать 24 часа в сутки. То есть я хотя бы знаю, что делать. Когда папа просто исчезает, я не знаю, что делать. У меня остается просто это чувство, что вот меня нельзя любить, со мной все не так. И я даже не знаю, что, я просто знаю, что со мной все не так. Болезненно и такое, если травма отвержения – это такое острое чувство, то травма покинутости, она такая глухая. Она такая как бы есть, но вы не ощущаете ее так прямо вот каждую секунду, она все время есть. Она как такое базовое знание о мире, о том, что вас любить нельзя. И третий тип травмы, который наносят отцы, и, конечно, могут нанести и матери, но отцы, как правило, наносят вот эти 3 травмы. Третий тип травмы – это травма униженности. Отцы унижают. Мамы тоже могут, прям не могу не сказать, но отцы унижают. Это и обидные комментарии, это и комментарии, они проламывают телесные границы девочек, комментируя их вес, то, как они выглядят, красивые они или некрасивые, будут их любить парни или не будут их любить парни. Они прямо разрушают границы телесные, личные девочек, и девочки чувствуют себя униженными. С мальчиками это происходит точно так же, когда ему говорят, что ты как баба, ты там лох, посмотри на себя, да ты там маменькин сынок, жалкий, слабак. Это тоже про униженность. Очень связано с униженностью физическое насилие. В физическом насилии человек, ребенок тоже, как обязательно чувствует себя униженным. Это унижение. Оскорбление и физическое насилие – это всегда про унижение. И вот эта травма униженности разрушает ту самую самооценку просто в ноль. Она превращает ее в пыль. И в травме униженности люди начинают испытывать очень-очень много стыда. Прямо стыда такого. Я уже не говорю про сексуальное насилие, если есть со стороны отца по отношению к девочке. Там вообще, там даже не стыд, там просто вообще невозможность смириться со своим существованием часто. Там вообще начинается развиваться какая-то программа на самоуничтожение, начинает запускаться. Но вообще вот эти бесконечные какие-то комментарии, посмотри на себя, толстая, прыщи, там еще что-то, да на тебя, да тебя никто не захочет, да на тебя никто не посмотрит, допустим. Или посмотри, какая ты ленивая, посмотри, какая ты грязнуля, посмотри, какая ты там то сё. Это всегда про унижение. И всегда приводит к стыду, к
ощущению такого, знаете, даже, а что такое стыд? Это когда вам мерзко от себя. Вам мерзко от себя. Вы вот прям, это вот отвращение начинает формироваться по отношению к себе. Вот эти 3 типа травм, которые чаще всего наносят своим детям отцы. Не сказала, как травма униженности связана с РПП. Напрямую. Больше всего это, конечно, про компульсивное переедание. Больше всего. Про булимию тоже, да. Потому что если есть вот это еще желание как-то вот все равно побороть это, больше про компульсивное. Анорексия это чаще у мальчиков проявляется в такой ситуации, именно у мальчиков, потому что им важно доказать, что они волевые, что они могут, что они преодолеют, что они не слабаки. То есть они могут уходить в анорексию в случае травмы униженности. Вот. А что еще важно сказать? Вообще, когда папа выступает, я сказала, что травма униженности – это когда еще избивают, когда отец бьет. Травма униженности отягощается в том случае, если отец агрессор, а мать не защищает. И это, как правило, так, потому что мама живет с этим человеком, не ребенок с ним живет, мама с ним живет. Даже если мама как бы вроде говорит там что-то или как-то жалеет этого ребенка, но все равно дети не идиоты, и они взрослеют, они понимают, что мама не предпринимает ничего, чтобы его защитить. И когда отец агрессор, а мать не защищает, все отягощается еще и тем, что вот это вообще представление о хоть какой-то безопасности мира просто уничтожается, потому что мама – это человек, который должен обеспечивать нашу безопасность. Отец тоже. Но отец больше должен обеспечивать безопасность матери, а мать нашу. Так это устроено биологически. И когда отец агрессор, а мать не защищает, не делает ничего, чтобы нас не били, тогда вот это ощущение небезопасности, вообще тогда у человека, у ребенка, у него вообще на планете нет места, где ему было бы безопасно. И тогда, конечно, эти дети начинают либо сами становиться агрессорами, потому что тогда хотя бы я буду себя активно защищать, они начинают бить там каких-то других детей, еще кого-то. Либо они вырастают такими сломленными, затравленными и боящимися людей. И им очень-очень тяжело. Но вот это тоже то, что могут сделать отцы со своими детьми. Что делать? Что делать? Что делать с травмами, понятно. Я только тем занимаюсь, что рассказываю, что делать с травмами. Травмы надо нести в терапию и прорабатывать. Это что делать с травмами. А что делать с отцами? Вот допустим, у вас такой отец. Вот допустим, он нанес вам травму. Кстати, это подходит и для матерей. Я об этом, по-моему, никогда не говорила. Что делать с человеком, который нанес вам травму? Но он же не перестал быть ни вашим отцом, ни вашей матерью, правда? Так вот, делать нужно нечто, состоящее из 3 пунктов. У нас сегодня 3 популярное число в этом видео. Делать нужно вот что. Первое, что вы делаете, вот у вас есть родитель, который нанес вам травму. Первое, что вы делаете, это оцениваете ущерб. Первое. Оцениваете ущерб. Есть вещи, которые невозможно и нельзя прощать. Есть ситуации, когда самое лучшее, что вы можете сделать, это разорвать любую связь, прекратить общение. Бывают такие ситуации. Вы должны оценить ущерб, что реально было сделано, сколько зла вам было причинено. Считаете ли вы, что это зло было причинено намеренно? Например, если мама была в депрессии, она тоже причинила вам зло, но трудно ее обвинять за это. Она была сама больна.
Если родители все время работали, они оставили вас, они бросили вас, ну хотя бы они работали. А если они вас избивали и насиловали, то как бы уважительными причинами этого не объяснишь уже, да? Согласитесь. То есть оцениваем ущерб. Мы вообще можем с этим ущербом как-то примириться или нет? Второе, что мы делаем, чтобы, если мы считаем, что с этим ущербом мы можем примириться, если нет, то нет, все, никаких отношений, все, уходим. Если мы считаем, что с этим ущербом как-то можно примириться, и мы все-таки хотим наладить отношения с этим родителем, то вам придется делать первый шаг. Потому что очевидно, если ваш родитель этого не сделал, он на это не способен. Он этого не сделает. Поэтому вы должны взять на себя задачу с этим родителем как-то разговаривать. И, конечно, очень важно, вы должны конфронтировать. Вы должны в какой-то момент прийти к этому родителю и сказать: папа, ты делал вот это, вот это, вот это и вот это. Ты причинил мне зло, ты причинил мне боль. Что ты будешь делать с этим теперь? И у вашего родителя появится выбор. Отказаться, отрицать все, обвинить вас в ответ, сказать, что с вами по-другому было нельзя, потому что вы были ужасным ребенком, или извиниться и признать свою вину. И третье, что нужно сделать, это посмотреть на то, как отреагировал родитель. Если он извинился и признал свою вину, у ваших отношений есть шанс. Если нет, перестаньте пытаться. Переставайте пытаться. Значит, шансов нет. Вот. То есть в этом видео ответ на вопрос, что делать, был очень специфический. Он был не про то, что делать с травмами. Я думаю, вы уже знаете, что делать с травмами, если вы постоянно смотрите мои видео. Вот, собственно, все, что я хотела сказать про отцов и про то, как они влияют на детей. Важная оговорка. Чем активнее отец вовлечен в воспитание ребенка, тем большее влияние травматичное он оказывает. То есть, если папа просто присутствует, то у него меньше шансов нанести травмы. Если он вообще его нет, то тем более. То есть он наносит травму своим отсутствием. А если это папа, который проверяет ваши уроки, который следит, чтобы вы занимались спортом, который следит, чтобы вы убирались, мыли посуду или что-то еще. Вот это худший вариант в смысле нанесения травм. Вот такие отцы, если они не добрые и не любящие, вот такие отцы калечат. Вот как это ни парадоксально. Лучше в такой ситуации, если отец злой или жестокий или критикующий, лучше бы он был отсутствующим. Там и мамы хватит, чтобы нагрузить человека травмами, так, чтобы ему потом 10 лет в психотерапии с этим разбираться. Вот теперь все. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои социальные сети. Ссылки на них, как всегда, в описании к этому видео. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу и к группе, к чату, в котором люди с расстройством пищевого поведения делятся своим опытом выздоровления и могут друг друга поддерживать. Ссылки, как всегда, в описании. Повторяю это. Все. Да, если вам нужна, вы можете меня тоже найти через социальные сети. Пока!